Последние данные по инфляции показывают, что потребительские цены по-прежнему почти на 9% выше, чем год назад. А согласно математике Джо Байдена, это означает 0. И это не шутка. Как это он так посчитал? Смотрите прямо сейчас. Итак, последние данные по инфляции появились только сегодня, и согласно новым данным, цены выросли на 8,5% в годовом исчислении. Джо Байден был единственным американцем, который услышал эту новость и подумал: «О, это здорово». Я хочу сказать несколько слов о новостях, которые появились сегодня относительно экономики. На самом деле, я просто хочу сказать цифру. 0. Сегодня мы получили известие о том, что в июле инфляция в нашей экономике составила 0%. 0%. Вот что это значит. В то время как цены на некоторые товары выросли в прошлом месяце, цены на другие товары упали на ту же величину. Результат – нулевая инфляция в прошлом месяце, но люди все равно пострадали. Но в прошлом месяце была нулевая инфляция. Чего Джо Байден вам не сказал, так это того, что нулевая инфляция будет только с июня по июль этого года. Он проигнорировал все повышения цен с прошлого года. А вот вы их не проигнорировали. Но если инфляция равна нулю, зачем нам нужен закон о снижении инфляции? Помните, что он вступает в силу в пятницу? Чарльз Гаспарина, старший корреспондент Fox, лучший в своем деле. Чарли, какова ваша реакция на 0? Вавилонская пчелка залетела в телевизор. Но кажется, он реально так думает, и это самое страшное, и очевидно, это глупость и абсурд. И вы знаете, я не знаю, почему он это сказал. У нас не нулевая инфляция. Нет, на самом деле уровень инфляции действительно снизился, но все еще достаточно высок. Я думаю, вот в чем дело. Рынки сегодня выросли. Инфляция снизилась так, что они выросли на 500 пунктов. Есть даже предположение, что, возможно, Джером Пауэлл остановит повышение ставок. Но вы знаете, вот что я слышу от людей, которые ведут переговоры с ФРС, а это крупные финансовые игроки. И ФРС определенно хочет снизить инфляцию до целевого уровня в 2%. Мы все еще далеки от 2%. Забудьте об этом нуле. Сегодня это 8,5%. Если это произойдет, то будет еще много повышений ставок. И мы, вероятно, в какой-то момент войдем в рецессию. И нам из этого будет не выкрутиться. Все больше людей, подобных вам, подсказывают мне, как выйти из этого положения. В краткосрочной перспективе вы сокращаете расходы и повышаете ставки. А мы собираемся вложить $700 миллиардов в бюджет на расходы и $369 миллиардов в изменение климата. Когда Палата представителей примет это в пятницу, как это повлияет на инфляцию и повседневную жизнь американцев? Не слушайте меня. Слушайте управление Конгресса по бюджету и всех этих экспертов. Они скажут, что инфляция почти 0. Она на минимуме. Возможно, разумнее всего было бы ничего не делать, не тратить больше денег, не выпускать больше облигаций. Потому что, когда вы выпускаете больше облигаций, ваши процентные ставки будут расти. Из-за того, что вы выпускаете больше облигаций, цены падают, процентные ставки растут. Возможно, стоит просто ничего не делать, и, возможно, стоит отменить какие-нибудь правила. Это может быть разумным способом увеличить предложение, пока ФРС ужесточает политику и пытается навести порядок в нашей экономике. Но одно я знаю точно. Инфляция не равна нулю. Это уж точно. Вы сказали отменить правила, а для этого нет ничего лучше администрации Трампа. Я думаю, вы поддержите меня в этом. Я считаю, что кандидатура Трампа на новых президентских выборах стала примерно на 40-50% сильнее после того рейда в понедельник. Вы же разговаривали с семьей Трампа. Что вы думаете? Ну, как вы знаете, сбор средств уже идет, и если только в доме не нашли дымящегося пистолета, это выглядит как одно из худших злоупотреблений правосудием, которые мы видели за долгое время. Я на полном серьезе. Они могли бы попросить предоставить документы. Они могли бы запросить их повесткой через суд, но они пришли с агентами ФБР во всеоружии и рылись в одежде Мелании. Это звучит отвратительно. Я бы не хотел быть агентом ФБР на этом вызове. Это было ужасно, и мы даже не знаем, показали Трампу ордер или нет. Да это настоящая загадка. Семья ордер еще не видела. Спасибо вам. Спасибо за просмотр. Друзья,
Если кто-то вдруг не успел подписаться на канал, обязательно подпишитесь. Это очень помогает продвигать контент вперед. Также напоминаю, что ролики, которые мы не можем публиковать в YouTube, вы всегда можете найти на наших каналах в Яндекс.Дзене или ВКонтакте. А для тех, кто желает помочь каналу звонкой монетой, всегда есть подписка на Sponsor.ru. Еще раз спасибо за просмотр, мы работаем для вас.